Доброго здоровьячка, хунто и хунтуберы. Мы из Украины. Вот как бывает. По итогам 11 месяцев 2022 года у бюджета РФ был профицит 557 миллиардов рублей. А по итогам 12 месяцев 2022 года оказался дефицит 3 триллионов 306 миллиардов тех же рублей. Чудеса! 2023 год будет веселым для российского бюджета и всех к нему прильнувших. График доходов и расходов госбюджета РФ в 2022. В декабре выскочил дефицит в размере 3,9 триллиона рублей, и выскочил он за счет диких расходов, аж 6,9 триллионов рублей. Хз, куда они их потратили, может, позже узнаем подробнее. Пунктиром, который на фоне взлета расходов уже не выглядит таким значимым, указаны доходы без учета специзъятий у «Газпрома». 416 миллиардов в октябре, 416 плюс 600 миллиардов в ноябре и 416 миллиардов в декабре. В этом году из «Газпрома» уже столько не выдаешь, так что будет интересно. Минфин РФ подтвердил, что в ФНБ не осталось фунтов стерлингов и йен. Они пошли на финансирование дефицита. Недружественные валюты. 2,7 миллиарда фунтов стерлингов, 122 миллиарда йен, с ними 28,5 миллиардов евро в декабре были реализованы за 2,5 триллиона рублей. Средства зачислены в федеральный бюджет в целях финансирования. На 1 января в ФНБ было 10,4 триллиона рублей, ликвидных же активов ФНБ на счетах ЦБ чуть более 6,1 триллионов рублей. В числе ликвидных активов в ФНБ остались 10 миллиардов евро, 310 миллиардов юаней, около 43 миллиардов евро, 555 тонн золота в обезличенной форме и 275 миллионов рублей. Так как все валютные средства, кроме юаней, заморожены, РФ с ними ничего делать не может. Поэтому их виртуально переложили из одного кармана в другой, а обратно закинули, по сути, напечатанные 2,4 триллиона рублей и закрыли ими дыру в бюджете. Вот картинка про Российский фонд национального благосостояния. Тут нас больше всего интересует его ликвидная часть. Она сдулась до 6 триллионов рублей, причем туда учитывается золото, которое находится под санкциями. Из валюты в ФНБ на 1 января оставалось 10 миллиардов евро, которые можно только виртуально продать самим себе, напечатав взамен рубли и юаней примерно на 43 миллиарда евро. В январе Минфин РФ уже перешел к продаже юаней. Через месяц увидим более интересную картинку. Давайте немного прокомментирую, а то я, как обычно, думаю, что всем все понятно, а потом оказывается, что никому ничего не понятно. Имха пока выводы о том, чего и насколько хватит, делать рано. 5 февраля еще вступят в силу эмбарго ЕС и потолок цен на российские нефтепродукты. Эмбарго будет болезненным для России, февраль станет переходным, еще будут выполняться старые заказы и тому подобное. А вот по итогам марта уже хоть что-то можно будет судить. Эти данные мы увидим в 10-х числах апреля. Вот тогда и будем фантазировать какую-то динамику. Да, еще целых 3 месяца, но и они пролетят. Вот еще одна картинка про российский ФНБ и финансирование дефицита бюджета. На ней видно, что за последние 3 месяца 2022 года для покрытия дыры в бюджете из ФНБ достали 3 триллиона рублей. В предыдущие месяцы не доставали ничего. Напомню, кроме этих 3 триллионов, бюджетную дыру в октябре-декабре закрывали за счет изъятий у «Газпрома» в размере 1,8 триллиона рублей. Вся ликвидная часть ФНБ сейчас около 6 триллионов рублей, но делать какие-то прогнозы пока рано. Дождемся апреля. Все. Теперь оставляем ФНБ и Росбюджет в покое. Это не точно. До февраля. И вот что еще надо разжевать. Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, которая призывает руководство ЕС создать специальный трибунал в отношении представителей власти РФ и Беларуси из-за военных преступлений в Украине. В резолюции, как следует из публикации на сайте Европарламента, говорится, что ЕС должен настаивать на создании трибунала в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом. Трибунал должен обладать правом вести расследование в отношении Владимира Путина и других представителей российских властей, а также в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. Создание трибунала, как считают депутаты, заполнит вакуум в международном правосудии и дополнит усилия Международного уголовного суда, который не может расследовать преступления агрессии в Украине. Парламент твердо убежден, что создание специального трибунала пошлет очень четкий сигнал как российскому обществу, так и международному сообществу о том, что президент Путин и российское руководство могут быть осуждены за преступление агрессии в Украине. Депутаты также отметили, что Запад не может восстановить прежние отношения с Россией, пока страной руководит Путин. За принятие резолюции проголосовали 472 депутата,
Против 19, еще 33 воздержались. Сейчас расследованием преступлений в Украине занимается Международный уголовный суд в Гааге. Как отмечали украинские чиновники, МОЗ сможет судить только напрямую ответственных за конкретные преступления, что затруднит преследование высокопоставленных чиновников. Вижу, что очень многие в заголовках подали эту новость, как будто это объявление о создании трибунала. И решил сказать пару слов, чтобы было меньше заблуждений. Это пока не решение, а призыв к решению. Как Будапештский меморандум, типа. И тут, и по первой части ролика, и по второй, я могу заметить, в чем проблема, и почему таких тормозов не было на низовом уровне у нас в Украине. Нам помогает децентрализация. Самое выгодное для России, что можем сейчас сделать с ней, слить ее в угоду вертикали власти. Правда, она забылась. На слуху название западного оружия, поставки, участки фронта, но вспомните прошлую весну. Тогда нас вывезла децентрализация на все 100%. Узкий не ждал мобильности от нас. Областной центр в осаде, а тебе область по губам водит. Черниговщина так и пережила вторжение. Что некрасивое перекрыли, взяв в осаду областной центр? Много чего. Лекарства. Их следовало выдавать из Чернигова. Все, главный город окружили и давят. Давай сдавайся каждый. А нихт. Люди вертелись так, что пятки горели. Жители оккупированных территорий либо ждали ЗСУ, либо ноги в руки и ехали. Их принимали другие наши. Волонтерский штаб ездил в Остер и тарабанил разные грузы. От лекарств до памперсов. От сигарет, да, люди иногда курят. До продуктов. Сетка наименований была как у небольшого магазина, только бесплатно. Эй, децентрализация лажает, чего хвалишь? Секундочку. Потом была Тараща. Там до вторжения жило где-то вдвое меньше людей, чем сейчас. И что? Переселенцы влились в новые условия. К сожалению, война вытолкнула их из родных краев. Скорее всего, часть не вернется. Назад некуда возвращаться. Русские сносят целые города, а жить надо. Значит, пора строить эту жизнь там, где можно. Волонтеры подогнали цыплят и грибницы. Желающих было столько, что дважды очередь сбоила. Списки резерва уступали реальному наплыву желающих. Так переселенцы занялись обустройством домашних хозяйств. Децентрализация по-взрослому. Это не ждать отмашки мэра там, где ее ждать вредно. Знакомо? Вызывает ощущение родства. А вы задумайтесь, чем такие земляки отличаются от людей, когда-то мигрировавших по территории оккупированной Украины. Вокруг творилось бозна шо. Там татары, там русские, там поляки. Времена ведь суровые и неоднозначные были. Но страна жива, пока жив ты. Раз выжил, надо нести ее ценности дальше. Гибкость администраций. Круто. Не без ошибок, но инициатива проявлялась. Чаще в плюс, чем в минус. Однако без гибкости мышления простых людей ни одна администрация не справится. Надо, чтобы так думали все. Идеальная община. Видите, я ни разу не писал формальщину. Так надо. Подвожу к главной мысли. Децентрализация не просто запись, не штрих-код на бумажке. Это состояние души, тип мышления, твое ментальное состояние по жизни. Мы как страна выстояли, потому что в голове щелкнуло. Кто ждет решения царя, тому гайки. Пора вертеться. И не в волка-одиночку играть, а показывать командный результат. Те, кто ждут царя, в итоге где? К нам пришли те, кто без подзатыльника царя или прапорщика нихт сделать не умеют. Сюда, к нам, к украинцам, к людям, чья вольница существует испокон веков и вопреки империям, к народу, который лучше не трогать, к стране, где национальностей чуть больше, чем видов сала, при этом большая часть населения гордо говорит: «Да, я украинец», и думает, как украинец. Вертикаль всегда проиграет. Человек, за каждым пуком бегающий к шефу за приказом, вместо подумать, он не победит ходячую вольницу. Я считаю, движ надо сохранить. Нет, это даже необходимо увековечить и сделать опорой для любых идей в Украине, учесть необходимость быть частью вольницы, подчеркнуть не умение, а обязанность уметь думать своей головой. Найдутся и оппоненты, придут после перемоги и начнут дудить ноздрёй, что для восстановления страны нужна крепкая вертикаль имени Владимира Александровича, простите, Андрея Борисовича пускай будет. Да, эта вертикаль себя ржачно чувствовала пару лет перед вторжением, и я не верю, что адепты одумались, они неисправимы. И они ведь точно придут, далеко не отбегали. Предложат впарить то, на чем выехала целая нация.
ради личной власти. Думаю, аргументов найдут. Концертами прокатятся по Украине, видосиков наснимают. Так и так. Куда ж без абсолютной монархии? Ну, если им хватит совести явиться, что полезнее? Вольница или визави? Звонок. Дед. Доброго здоров'ячка. Слава Україні. Бажаю здоров'я. Рекет викликали? А щось і сталося? Треба 110к. Ого. А більше? А зможеш? Скільки? Зараз подивлюсь. 150 можу. В натяг, але поки що можу. Люди допомагають. Все буде Україна. Так в тебе ще пікап і вантажівка? Так. А ще борг по роботам по пікапу і в Херсон збори. А вам на що? Все не скажу поки що, та дуже потрібні грілки для хлопців в Бахмут і Солидар. Збираємо на кілька тепловізорів і на старлінки. Старлінки будуть, спробуємо пробити, дайте трохи часу. Андрій з БФ Лео працює по старлінках. 150 відправив є? Плюс РП. Слава Україні, слава ЗСУ. Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Пенс. Зробіть і тут і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.